Так, друзья, всех приветствую на своем канале. Хочу сделать видеообзор вот такого Кенварда. Смотрите, вот он Кенвард мой, который уезжает в Томскую область. Смотрите, такой красавец. Сейчас расскажу про эту машину, что сделали на нем, покажу в ролике, вложу. Как бы эта машина была делана не под клиента, а непосредственно вот просто сделал я ее и, в общем, нашелся на нее клиент. Эти машины люди покупают вторую машину, у меня уже красный фред, экономочку берут. Они возят газ там, ну такой все, в общем, бочка такая. Сейчас покажу. Повести откатался. Так, друзья, вот начался процесс нарезки. Все переделываем, друзья мои. Все переделываем по-своему. Ставим фирмы свои, с которыми работаем, запчасти. Разобрали только сделанный мотор, скажем так. Я покажу фирму, которую я ставлю на Caterpillar. Все запчасти, которые здесь будут, я все покажу. Чтобы даже клиент, который покупал машину, знал, какой фирмы стоит, что на моторе делалось. Вот так вот. Начнем с 0,6. Вот так вот нарезается. Идем дальше. Ну все, друзья, я не буду сильно показывать. Будем делать все 6 гильз. 6 цилиндров, точнее, все будем нарезать. Кольца делаем 1 миллиметр. Ну что, друзья, вот такой процесс сборки мотора. Все, идем дальше. Так, друзья, идем дальше. Смотрите, вот запрессовали гильзы. Вот так вот. Смотрите, повторю еще раз, фирму ставлю я на Caterpillar именно CTP, видите? Вот она гильза, они все новые, абсолютно. Я, короче, друзья, я не стал рисковать. То есть, как они собрали, я все заново, вот они вроде машина только собрана был, мотор все новое поставили, но я все разобрал, абсолютно. Мы все сделали по-своему, заново нарезали. Все сделали в своей фирме. Грубо говоря, я считаю, что этот мотор был, грубо говоря, убитый, да, то есть до нас. Мы к нему как бы такой подход сделали, что как будто он был убитый. Хотя тут стояли новые гильзы, я показывал, новые кольца, то есть все выкинули. Я все выкинул, потому что я эту фирму не знаю, я с ней работать не хочу. Я даю гарантию на машину, на мотор. Вообще мотор для меня это самое главное. Вот так вот. То есть мы сделали все по-новому. Вот так вот, друзья мои, смотрите. Вот такая вот сборка мотора. Головку фрезернули. Головка тоже, в принципе, целая, все нормально, прессовали. Идет сборка мотора. То есть прокладка, еще раз говорю, друзья мои, основная, которая прокладка на Caterpillar, только оригинал ставьте. Никаких аналогов. Caterpillar другие прокладки вообще не, он выплевывает, можно сказать. Он вообще их не переносит. 8 тысяч нет прокладки аналоговой. Так что ставьте на Caterpillar дорогую оригинальную прокладку. Она дорого, я знаю, стоит. Сам покупаю. Но все равно эти вещи, которые есть, на них не надо, то есть, экономить. Если понимаешь, что это не работает, значит не надо туда это ставить. Также кольца, вкладыш тоже CTP здесь стоят фирмы. Эти CTP фирма, повторюсь еще раз, она именно делает только по Caterpillar, да, то есть именно они на Caterpillar заточены, скажем так, эта фирма. Так что эта гильза по ценности своей, как бы она после оригинала, ну, грубо говоря, вторая идет, да, там еще дешевле, там много очень запчастей, ну, фирм, но я ставлю только CTP. Вот так, я их ставлю, они ходят, в принципе, нормально. Мне не надо, там, сейчас многие скажут, там, может быть, там, я другую фирму ставил, у меня ходят парни, ставьте, что вы хотите. Мне все равно, у меня есть свой личный опыт.
проверки как запчасти, то есть я их продаю, эти машины, я эти катерпиллеры эти делаю, как бы отдаю людям. У меня есть свой опыт, я знаю, какие запчасти ходят, какие нет. Мне не нужно, сейчас 100 человек будет другой говорить, мне не переубедить. Поэтому, друзья мои, я ставлю эту фирму, она работает по моей личной практике, никому слухам, словам, там, чем-то, никому ничего не верю. Вот так, чисто свой личный опыт. Все, друзья, вот такой вот двигатель, такая сборка. Идем дальше. Скоро будет запуск этого красавца. Kenworth T2000, зверюга просто. Все, друзья мои, идем дальше. Так, друзья, решили, короче, аккумулятор сюда подключить. Так, снимаем первый запуск. Давай, поехали, выжимай сцепление. Поехали. Давление гляну, подожди. О, 65. А нейтралки, посмотри, ну просто сцепление. Ну, 65-70 это давление у него. Работает, смотрим, друзья, какие параметры, что как. В принципе, нормально завелся относительно. Смотри, вот он Kenworth. Смотри, что сделали. Показываю, сальник новый поставили, ступицы. Здесь наварили мы под этот, под колодку, чтобы она ровно стояла. Так, вот так вот. Здесь тоже сальник новый. Также наварили, выровняли, чтобы колодка садилась ровно. Так, идем дальше. Смотри, здесь сальник тоже новый, забитый, подшипники, все проверено. Так, тут тоже понаварили. Так, что еще здесь? Барабаны состояния, они идут практически новые, вообще два средних вообще новых. Да, эти вот передние барабаны у него новые. У него вот из-за чего? Так что это... Ну, в общем, такая ходовка. Могу, чтобы о ней сказать. Ну, предыдущий хозяин, видишь, ставил новый кран сюда. Новый кран тормозной стоит вот здесь. Вот он стоит. Подушку новую ставил. Смотри, амортизаторы новые стоят. Поперечная тяга новая стоит. Предыдущим хозяином оставлена. Сейчас мы вытащим
покажу. Да, там дверь. В яму залезу. Редуктор вытащим, редуктор проверим. Тут энергетчик предыдущий хозяин ставил новые. Валы вообще не болтаются, кстати, вообще. Вот здесь масло. Поменяем сальник, вытащим редуктор, проверим редуктор. Это все устраним. Ну все, пока что вот так вот. Так, смотри. Вытащили редуктор. А? Вот он. Смотри, здесь не было герметика вообще. Он гнал, получается, масло вот отсюда. Видишь, здесь герметики. Сейчас вспышку включу. Вот. А здесь, видишь, вот она прям мыла его. Вот здесь, видишь, герметик отсутствует. По редуктору, по люфту вопросов нет вообще. Пара все целая, здесь все в идеале. Да. И здесь Так. вот тоже не было герметика. Вон, видишь? Да, внизу. Масло, вот он, смотри. Масло чистое. Чистенькое. Стружки ничего нет. Все, сейчас будем ставить обратно. Так, смотри, еще что сделали. Средний редуктор. Разобрали, короче. Вот он, Кеша. Смотри, что тут обнаружили. Короче, зубья сломаны на блокировке. Видишь, что с ним. Крест будем этот менять. Еще стоит оригинальный спайсер. Видишь, расколотый. Смотри, дружище, вот он новая. Вот твоя, вот он, Kenworth. Видишь, редуктор разобранный. Будем сейчас ставить вот это вместо вот этого. Ну все. Итак, дружище, смотри. Вот он, Kenworth. Вот твоя коробка там снята. Я уже в яму не полезу. Вон она, видишь? Короче, вот оно сцепление. Меняю я его. Почему? Подпалено. Подпаленные диски, это первое. Второй момент. И уже переработано. Феррадо тоненькая, раз. Второе, подпалено. Третья, основная причина, почему я ее меняю. Даже не за эти диски тоже бы, в принципе, и ходили бы. Основная причина, это вот эта корзина. Почему я его меняю? Видишь? Не работает. Она не работает. Видишь, флажок, когда он новый должен быть здесь, а он стоит здесь. Вот эти болты, это его стопорные болты. И, в общем, даже мы их снимаем, все равно стрелка должна уходить, но она стоит, она то есть не прилегает. Ну, может быть, прилегает, но хочу перестраховаться, честно, чисто вот так вот. То есть я не люблю эти самоподводящие сцепления, он пылью забивается, и механизм перестает работать. Я тебе ставлю вот диски, смотри. Толщина Феррадо, конечно, много толще. Это для сравнения. Ну, да. Там уже все. Это для сравнения. Также корзину переверни, покажу Михалыч. Что этот? Пружинки двойные стоят, усиленные. Внутри, видишь, еще одни пружинки стоят. То есть это лучше. Вот это вот так переверни. Да, я да, покажу, да. что, видишь, корзина. Вот это подводящий, это хороший. Мы сами подводим. Видишь, вот она гаечка, вот так утопил его и подвел. Ну, я пальцами утоплю. Утопил его и подвел. Это лучше всего. Выжимной отлично все. Выжимной промазанный, да, все нормально. Ну все, собираем. Итак, парни, вот он, Kenworth, смотрите, который 600 сильный. Есть уже ролики по поводу этой машины, и немало роликов. Так, люди, смотрите, вот он, они, получается, именно на него загорелись, честно, изначально. То есть хотят, вот именно Kenworth хотели, у них они ездят в Томске, там по зимникам. Kenworth, как вы знаете, по проходимости, конечно, это очень сильная машина, то есть по проходимости очень он проходимый. Так, вот такие вот, смотри, вот такой вот Kenworth. Ну, вы уже про ремонт, ну, ходовку сделали на нем. То, что когда я ролик выкладывал, было сделано только лишь двигатель я собрал. То есть, да, то есть двигатель собрали. А уже потом, конечно, под клиента мы здесь сделали все. То есть и ходовую перебрали, и коробку снимали, и сцепление. Ну, в уроке все это будет. Там средний редуктор разобрали, задний вытащили, все проверили, поставили. То есть уже конкретно, уже когда клиент появился, уже под него мы делали. Ну, вот так вот эту машину. Смотрите. Вот такая, кстати, у него бочка. Вообще поехали в Астрахань. Как раз они говорили, что Сергей, давай возьмем Kenworth, поедем как раз, ну, прокатимся, то есть поедем за бочкой и машину проверим более-менее. То есть и вот, получается, они поехали в Астрахань, проверили машину.
Ну, проехали нам, наверное, 1500, наверное, где-то они. Приехали, в принципе, машины река нету. Сейчас открою капот, покажу. Ну, вроде как, знаете, маленький тест. Они издалека просто, понимаете, то есть гарантия, но они-то все равно максимально хотят быть уверены в том, что он будет работать. И какие-то мелочи, то есть, если вылезут, то мы здесь сразу их, конечно, устраним. Приехали, мотор, говорят они сами, что масло не взял, в принципе, по езде, то есть, ну, все нормально, то есть. Сейчас я открою капот, покажу. Мотор спустя, грубо говоря, 1500 километров. Конечно, это даже смешно, это ни о чем, но все равно какие-то мелочи, если потеки масла были бы, они, конечно, показали бы. Тянет они, говорят, вообще как сумасшедший. Эту бочку, конечно, он пустую не чувствует. Так, смотрите. Вот он двигатель. Никаких потеков масла. Ничего. То есть он работает как часы. Все сухо, видите, то есть абсолютно. Кстати, я скажу, что вот он после сборки чуть как-то сапунил поначалу. А вот потом уже все меньше стал сапунить. То есть чем больше он проехал, тем, соответственно, он меньше сапунит. Вот так вот. Ну, тут много поменяли мелочей. Шланги там, все патрубки, силикон. Вот так вот. Смотрите. Сейчас я еще покажу с той стороны. Конечно, это честно, это не показатель, ничего, это в принципе. Но в любом случае, знаете, сборка есть сборка. Машина была чуть не проверенная. А сейчас уже, конечно, они хоть что-то проехали, хоть поняли, как он себя ведет. Новые гофры. В общем, много чего сделали парни. Реально очень много. На этой машине, представьте, сделали двигатель, коробку, там все проверили, там редуктора все вываливали, передок, все тормоза вместе с железками, все новое стоит. Прям вместе с железками ставили. Ну, в общем, проверили более-менее эту машину. Проехали 1500, не антифриз, в смысле, он просто парень, который покупает, он ездил, смотрел машины там, и говорит, ну, и выбивает бачок. У него теперь, ну, он открыл там крышку, и как антифриз дал до крыши, короче, теперь у него страх такой появился внутри него, что, а ему говорят, короче, что якобы таки должно быть, типа на горячий бачок нельзя открывать, хотя он был прогрет, у них 150, это 50 градусов. Ну вот так вот. Ну теперь у него мания, он один день едет, сразу там бачок открывает, то есть, не знаю, на красном Фредди, на этом Кенварде. Вот так. Ну тут, конечно, ничего не выбивает, тут все перебрано, что тут будут выбивать-то? Я говорю, даже выкинь с головы эти мысли. Поменяли лобовое. Помните, какое было разбитое? Ну, знаете, уже фонари они сами здесь поставили. Пока красного там делали, они поставили сюда газелевские эти фонари задние. Резина тут нулевая стоит вся. Такие фонари поставили. Как-то, знаете, эта машина реально с этой бочкой смотрится прям классно. Как будто они рождены друг для друга. Цена бочки, конечно, там с лизингом что-то, не знаю, то ли. Ну, в общем, много, что-то в районе 5, что ли, стоит. Не знаю, в общем, сколько. Ну, в общем, в 2 раза больше от моего Кенвара, то и больше, чем в 2 раза. То есть эта бочка стоит. Смотрится, конечно, огонь. Вообще нулевая бочка. Вот так вот. Вот приехали с Томска, здесь сцепку взяли, вот, и по этой красному еще головой погонят в Томскую область. Ну, что могу сказать, вот такой вот Кенвард. Вот такой вот, в принципе, автомобиль, я думаю, их вполне он устроит. Так что, я думаю, они будут довольны. Парень просто мне давно, это мой подписчик, тоже покупает эти машины, как бы. Он давно, как бы, мне просил, как-то в рассрочку просил машины. Ну, сейчас вот собрались, там, вроде вот взяли. Ну все, друзья, вот такой вот Кеша, вот такой вот обзор. В принципе, я уже на нем не буду не ездить, ничего не буду показывать. В принципе, уже по нему роликов достаточно. Сборку мотора я вложу в это видео. Ходовку я тоже, как ремонтировали. Там есть небольшие видео, там я отправлял клиентам. То есть, тоже есть. Я вложу, посмотрите, что мы сделали по ходовой. А ремонт мотора я выложу в закрепленном комментарии. То есть посмотрите, кому надо, как двигатель собирался здесь. Все, друзья, Кенвард уходит. Есть еще много машин. Так что идем дальше, друзья мои. Работа кипит, все нормально. Все, друзья мои, всем пока, не болейте, самое главное.
Остальное все мелочи жизни. А хейтерам не спать. Честно говоря, мне уже говорить уже нечего. Я уже стал показывать абсолютно все. И моторы как собираю, и все. То есть показываю. Уже говорить-то в принципе нечего. Все и просто надо смотреть, да и все. Так что уже слов тут мало. Раньше, конечно, я сделал ошибку, наверное. Может, моя ошибка, что я просто брал, делал и потом рассказывал. А сейчас получается прям весь процесс показываю. Честно говоря, чуть напрягает постоянно с камерой. То есть, не знаю, ремонтировать или снимать там, ну вот так вот. Ну ничего. Пускай будет так. Все, друзья, всем пока. Не болейте, самое главное. Вот такой Кенворд в Томской области, смотрите. Самый сильный Кенворд пока что у нас здесь. Все, друзья, всем пока, не болейте.